концу 70-х электроника, образно выражаясь, запустила руки в поп-музыкальную среду едва ли не по локоть. Синтезатор становился настольным инструментом многих новых групп, причем его звук зачастую подавлял традиционный саунд гитар и ударных. Создавалось впечатление, что гитара, бас, обычные барабаны существуют в том или ином коллективе сугубо для галочки. Так называемая «новая волна» принесла к поп-музыкальному берегу новое поколение не столько музыкантов, сколько людей, которых я бы назвал музыкальными инженерами. И это не упрек, а констатация факта. Лучше стала от этого популярная музыка или хуже – вопрос другой. На вкус и цвет, как известно, товарища нет. Поклонники Creedence никогда не найдут общего языка с фанатами Depeche Mode. Но одной из групп, которой удавалось более-менее удачно сочетать традиционный рок-инструментарий с новейшими достижениями клавишной электроники, стал квинтет The Cars. За свою десятилетнюю с небольшим карьеру эта команда неоднократно бомбила американские хит-парады и устраивала стадионные аншлаги, а все 6 ее студийных альбомов имели платиновый статус. Группу The Cars не просто отнести к какой-либо конкретной категории, и, возможно, именно по этой причине они не столь известны. Записывая и синглы, и альбомы, музыканты смешивали основные элементы новой волны и альтернативного рока с мгновенными хуками и цепляющими припевами в стиле поп. Они являли собой смесь противоречий. Гитарист и вокалист The Cars Ричард Окасек родился 23 апреля 1949 года в американском Балтиморе. Выйдя на музыкальную арену в середине 70-х, в силу известных только ему соображений, исключил из своей фамилии букву «Т» и стал Окасеком. Ричард, он же просто Рик, познакомился в Бостоне с бас-гитаристом Беном Ором, настоящее имя которого Бенджамин Оржеховский. Вместе ребята проработали около 10 лет в различных местных группах, постепенно обрастая музыкантами, составившими впоследствии группу The Cars. Так, вторым гитаристом стал Эллиот Истон, настоящая фамилия Шапира, клавишником Грег Хокис, а за ударную установку сел Дэвид Робинсон. Именно Робинсон предложил название The Cars, которое приберегал для какого-нибудь достойного проекта. В начале 1977 года группа начала выступать в бостонском клубе Red. Очень профессионально играя в стиле, близком где-то к Roxy Music, где-то к Velvet Underground, квинтет вскоре обратил на себя внимание. Менеджеру группы Фреду Дэвису удалось проточить на радио демо-запись песни Just What I Needed, и в 1978 году The Cars подписали контракт с Elektra Records. Руководство фирмы свело Фреда с Роем Томасом Бейкером, легендарным продюсером, на счету которого были альбомы Queen, Nazareth, Элис Купер и других. Летом 1978 года вышел дебютный альбом, называвшийся просто The Cars. 8 композиций в нем принадлежали перу Окасека, и еще одна была написана им совместно с Грегом Хоксом. Одновременно с альбомом в продажу поступил сингл Just What I Needed, мощной поп-роковой композиции, в которой синтезатор пока еще выполнял второстепенную роль. Несмотря на то, что дебютный альбом был состряпан всего за 2 недели, работа оказалась чрезвычайно успешной. Сорокопятка поднялась до 27-й позиции в США, а альбом занял 18 место и приобрел платиновый статус. Обложка первого альбома The Cars стала знаковой для начала 80-х. Для обложки альбома снялась русская модель Наталья Медведева. Она родилась в Ленинграде, а потом эмигрировала в Америку. Журнал Rolling Stone назвал эту обложку одной из лучших за всю историю. Мне объяснили, что им нужна обложка для группы под названием The Cars. Довольно быстро родилась основная идея – девушка за рулем автомобиля со светящимся рулем. У заказчиков действительно не было каких-то особенных пожеланий. Они просто шутливо посоветовали сделать все так, чтобы покупатель в музыкальном магазине ни за что не перепутал бы этот альбом с Фрэнком Синатрой, вспоминал фотограф Эллиот Гилберт. Пришло время поговорить про девушку с обложки Наталью Медведеву. Впоследствии она бросила работу манекенщицы ради карьеры певицы, вернулась на родину в качестве третьей жены Эдуарда Лимонова,
развелась, продолжила петь и начала писать. «Я знал ее как Наташу», — говорит Гилберт, русскую модель из голливудского агентства. Едва эта девушка пришла на кастинг, сразу же стало ясно, она номер один. Стоило ей появиться в кадре с этими своими ярко накрашенными губами, это было похоже на взрыв бомбы. Она была почти неуправляемой, по-настоящему дикой. Когда мы приступили к съемке внутри машины, Наташа просто не могла перестать двигаться и от избытка энергии постоянно колотила руками по рулю. Такой вот взрывной темперамент. В итоге я снял ее вместе с этим рулем, просто закрепив его на ящиках из-под яблок и мешках с песком. Только так удалось хоть немного утихомирить мою русскую модель и на крупных планах создать иллюзию, будто она находится в кабине автомобиля. Тема красивых девушек и не менее красивых авто присутствовала на всех обложках альбомов, кроме последнего. Ну а что еще надо парню, которому около 20 лет? Только соответствующие ритмы. И они были. Летом 1979 года вышел второй альбом группы, записанный в кратчайшие сроки в перерывах между гастролями. Пластинка заняла 3-е место в США и 30-е на Британских островах. Общий тираж первого и второго дисков составил ни много ни мало 8 с лишних миллионов экземпляров. Интересно, что в одном из интервью Акасак признался, что многие демо-записи The Cars, по его мнению, превосходят по качеству окончательные варианты композиций, попавшие на пластинки. Когда я записываю демо, все находится в стадии вдохновения. Я знаю, что все равно буду перезаписывать песню, и это дает мне свободу делать все, что я захочу. Работая над 3-м альбомом, автомобили явно съехали с избранной колеи. Диск оказался настолько нашпигованным электроникой, что вышел монотонным и безжизненным, с трудом родив лишь один хитовый сингл Touch and Go, да и то занявший всего 37 место в Америке. Яркими мелодиями пластинка, увы, не блистала. И в Англии, и в США альбом подвергся и едкой критике. «Слишком много одинаковых альбомов от Рика Окасака», писала газета New Musical Express. Если вы один из тех, кто считал эту группу многообещающей, то Панорама заставит вас навсегда изменить свое мнение. Ей вторил Melody Maker. Это такая же альтернатива современному американскому року, как Джимми Картер Рональду Рейгану. Оба лишь производят чуточку различный шум, но по сути являются столпами своей системы. Журнал Rolling Stone обозвал диск безрадостной прогулкой и откровенной скукой. Английская публика вообще проигнорировала пластинку. На родине же музыкантов 3-й диск The Cars раскупался скорее по инерции, чем по причине своих музыкальных достоинств. Впрочем, поклонники команды встретили полнометражку доброжелательно, и она заняла в Billboard почетное 5-е место. Вместе с тем, Акасак находил время заниматься и побочными проектами, продюсируя группу Bad Brains и экспериментальный электронный дуэт Suicide. В начале 80-х The Cars взяли перерыв и приостановили работу в студии. Акасак же выпустил сольный альбом, напоминающий по звучанию творчество квинтета. На Shake It Up музыканты налегли на синтезаторы и драм-машины, но расчет был сделан верно, и заглавный трек стал первым попаданием в горячую десятку. Жизнерадостная, ритмичная заглавная композиция диска стала наиболее успешной за 3 с лишним года 45-кой на родине музыкантов. Летом 1983 года музыканты собрались в Англии для записи своего 5-го альбома. Окасак, исходя из предыдущего опыта, отвел работе над диском не более 8 недель, но процесс записи растянулся до 6 месяцев. The Cars впервые отказались от традиционных ударных и использовали компьютерную установку Fairlight, что вызвало недовольство Дэвида Робинсона, оказавшегося почти неудел. За месяц я освоил Fairlight, потом за несколько дней записал свою партию,
Остальное время мне было нечем заняться, и по нескольку недель подряд я даже не слышал, что они там делают. С обидой заявил он в одном из интервью того периода. Несколько раз Робинсон порывался уйти из группы, но остальным участникам каким-то образом удалось уговорить его остаться. Часть композиций еще напоминала прежних гитарно-синтезаторных The Cars. Часть слушалась уже как чистая электроника. Критики усмотрели в текстах песен некую связь с наркотиками, на что Акасак ответил следующим образом. «Я не употребляю наркотиков. Больше не употребляю. Но я вижу много людей, которые делают это, чтобы жить. И мои песни действительно содержат ссылки на то, что я знаю людей, так сильно погруженных в наркотики, что они не видят ничего другого. Но это не тематический наркоальбом». Допуская, что его песни можно использовать и так, и эдак, Акасак сказал в том же интервью: «Не вижу, почему я должен излагать все буквально. Песни предназначены для того, чтобы рождать образы или настроение, или переход от одного к другому». Диск оказался наиболее успешным альбомом за всю историю группы и тут же приобрел в США статус платинового. В раскрутке альбома немало помогли и видеоклипы его композиций. Режиссером клипа «Hello Again» был знаменитый американский художник-авангардист Энди Уорхол. Интересно, что Акасак трижды был официально женат, а его первой избраннице практически нет никакой информации. Известно лишь, что поженились они в 1963 году, когда Рику было всего 19 лет, а через несколько лет этот брак распался. В 1971 году исполнитель женился на девушке по имени Сюзанна, в браке с которой он прожил почти 14 лет. Во время съемок музыкального клипа на песню «Драйв» Акасак познакомился с 18-летней супермоделью по имени Полина Парискова, с которой у него завязался бурный роман. В то время он все еще был женат на Сюзанне, но вскоре решил оставить супругу ради молодой любовницы. Рик и Полина узаконили свои отношения в августе 1989 года и прожили вместе почти 3 десятка лет. Но в мае 2018 года Парискова объявила, что они с музыкантом расстались и не живут вместе уже почти год. После выхода альбома The Cars записали саундтрек к короткометражному фильму Chapter X, а далее Рик, Бен и Грег занялись подготовкой сольных дисков. В конце 1985 года вышел сборник Greatest Hits, подаривший публике два новых шлягера Tonight She Comes и I'm Not The One. Но после этого внутренние разногласия ввергли команду в кому. Акасак и Стэн Ор опять записывали сольники, а к совместной работе коллектив вернулся лишь в 1987-м. Однако триумфального камбэка не получилось, и альбом Door to Door имел относительно скромный успех. Единственным достижением этой пластинки стало попадание песни You Are The Girl на 17-ю строчку национального чарта. После этого группа вновь надолго замолкает, а ее участники начинают выпускать сольные альбомы. В феврале 1988-го было официально объявлено о распуске The Cars, и бывшие участники команды разобрались кто куда. Наиболее удачно дальнейшая карьера сложилась лишь у Акасака, продолжавшего записывать собственные пластинки и продюсировать других артистов. Долгое время циркулировали слухи о воссоединении классического автомобильного состава, но смерть Ора, скончавшегося от рака поджелудочной железы в октябре 2000 года, сделала это мероприятие невозможным. 27 сентября 2005 года Акасак выпустил новый сольный альбом, получивший название Next-Day. Продюсированием альбома Рик занимался самостоятельно. Запись материала происходила в домашней студии музыканта. По словам Акасака, это был наиболее быстрый альбом в его дискографии. Пару месяцев заняла работа над сочинением песен и еще пару их запись. Для альбома было отобрано около 30 песен, и, как признался Акасак, ему было очень трудно выбрать из них самые лучшие. Все они казались ему отличными. В том же 2005 году гитарист Элиот Эстон
и клавишник Грег Хоукс инициировали воссоединение группы. Однако тогда им не удалось убедить Акасака и барабанщика Дэвида Робинсона поддержать их. Но в 2010 году коллектив снова собрался вместе. Тогда же состоялась презентация нового трека, который получил название Blue Trip. Через год дискография группы пополнена новым альбомом. Longplay получил название Move Like This. Пластинка заняла почетную 7-ю позицию в хит-параде. В поддержку нового сборника музыканты отправились в масштабное турне, но после него опять сделали перерыв. А в 2018 году музыканты объединились, чтобы их детище включили в зал славы рок-н-ролла. К сожалению, Рик Акасак скончался 15 сентября 2019 года в Нью-Йорке в возрасте 75 лет. Исполнителя обнаружила его бывшая супруга, модель Полина Парискова, в его квартире на Манхэттене. Она же вызвала скорую. Мужчина был без сознания, однако приехавшие медики помочь ему, увы, уже ничем не могли. По словам судмедэкспертов, никаких признаков насилия на его теле обнаружено не было. Известно, что в последнее время Рик страдал гипертоническими и атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а незадолго до трагедии он перенес хирургическую операцию. Для родных, коллег и многочисленных поклонников рокера известие о его внезапной кончине стало настоящим потрясением. Люди посредством соцсетей выражали соболезнования членам его семьи, а также вспоминали лучшие из работ музыканта. В конце хочу привести слова вокалиста группы The Killers Брэндона Флауэрса. О рок-н-ролле много сказано, но есть отличная фраза: «Писать о музыке все равно, что танцевать об архитектуре». Рок-н-ролл нужно услышать, и когда я впервые услышал The Cars, как и многие, я сразу все понял. На дворе стоял 94 год, мне было 13 лет, я был мальчишкой-отщепенцем, жил в самом сердце штата Юта в крохотном городке, настолько крохотном, что там даже светофоров не было. А еще все разногласия там решались за водонапорной башней после уроков. Иногда казалось, что за последние 40-50 лет в этом городе не изменилось ровным счетом ничего. Серьезно, все было словно черно-белым. Разве что мой брат Шейн, который старше меня на 12 лет, устраивал мне встряски по выходным. Во время этих невероятных судьбоносных миссий по моему спасению он ставил мне музыку. От него я узнал о многих крутых группах и многие открыл для себя сам. Но The Cars стали моей первой по-настоящему любимой группой. А первая любовь запоминается на всю жизнь.